Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами рассмотрим вот такие вот несколько пробников. Я заказала их на Авито у частного продавца. Вообще первый я заказала на Озоне, у меня появился вот этот пробник. Бренд, как видите, вообще-то бренд Ксержов на сегодняшний день, линейка Кэми. Раньше, насколько я понимаю, был отдельный бренд Кэми, который, ну, то ли это был все-таки дочерний бренд Ксержов, может быть, не на 100% отдельный был. Вот этот момент я точно не знаю, был ли он отдельным или дочерним, но потом Ксержов полностью, скажем так, выкупил его или поглотил. И теперь это идет линейка ароматов в рамках бренда Ксержов. Там есть еще две подгруппы. Это идет просто линейка Кэми и Кэми Блу. Вот по пробникам здесь видно, вот тут, где идет вот так вот с голубым цветом коробочка, это из линейки Кэми Блу. Вот у меня два аромата, вот Этер и Астрал. Те, которые с золотистой коробочкой, это просто Кэми. Ну, сама концепция этих линеек, насколько я понимаю, это удовые ароматы. Насколько я для себя сделала вывод. А вот чем уже отличается вот это Кэми Блу, в чем именно идея? Мне кажется, Кэми Блу это еще более удовые, еще более животные ароматы. Такое впечатление, что с добавлением прямо натурального уда. То есть там идут и цибетин, и лаосский уд, и бобровая струя. В общем, вот эти Кэми Блу, они прямо, как я понимаю, задуманы как более такая животная, животинистая линейка Ксержов. А просто Кэми это вот такие более лайтовые, скажем так. Хотя тут тоже есть нюансы, но обо всем по порядку. Вот, сначала у меня появился Этер из линейки Кэми Блу. И он меня настолько заинтересовал, настолько мне понравился, показался очень интересным, необычным, что я решила заказать вот эти вот 5 ароматов для ознакомления дальнейшего с этими линейками. Я руководствовалась таким принципом, что, допустим, по отзывам в линейке Кэми Блу вот эти Этер и Астрал, они более женственные, судя по отзывам людей на фрагрантике в том числе. Там еще есть ароматы Empyrean и Холизм. Насколько я поняла, они более мужские. Может, я ошибаюсь, но я по отзывам так поняла, поэтому я решила вот заказать так, чтобы у меня были вот эти более женские, потому что слишком мужские, наверное, тоже мне не подойдут. Я люблю унисекс ароматы, но 100% мужские вряд ли мне бы понравились. Поэтому мой выбор был такой. И из линейки Кэми, ну, тоже по отзывам, я то, что смогла найти, какие видео смогла найти, то, что люди очень хвалили, это я и заказала. Климат, где я нахожусь, субтропический, и вот я разнашиваю вот эти 5 ароматов. Уже вот сегодня вот я нанесла уже 5-й аромат Аурум ближе к вечеру. Вот, конечно, в первый день я их все нанесла на все руки. В общем, разными ароматами у меня пахли руки, чтобы как-то ознакомиться. В общем, первое впечатление мое сейчас я расскажу. Смотрите, вот Этер Кэми, такой аромат, который первоначально вызвал у меня такое впечатление, как немножко такой слегка с бензиновыми оттенками. Ну, видимо, ут, вот этот вот, все эти, тут присутствуют бальзамы, гурьюнский, еще какой-то, в общем, бальзамы, лаосский уд, вот это все. Но есть тут такая кислинка немножко, вот что-то дает такую кислинку, вроде как и с каким-то таким вот бензиновым оттенком. Очень мне понравился, как я уже говорила, что с него начался мой интерес к этим линейкам. От Ксержов мне многие ароматы нравятся, вообще прям мой бренд, как я думаю.
потому что и Naxos мне нравится. Но вот эта линейка Косомарати, вот там как-то я пока для себя ничего не... Я не все, конечно, пробовала, но ничего пока для себя не выявила. У меня есть от Левант только из Косомарати, ну, вот этот, который миндальный, сладкий миндальный, как он называется? Италика. Вот есть у меня от Левант, год назад заказывала. И вот из Косомарати не все еще попробовала, но как-то они ближе к люксу, как я понимаю, поэтому не настолько интересно. Вроде бы такого много в люксе. А вот остальные ароматы, разные линейки, Сержов мой бренд, в котором мне очень много чего должно понравиться. Поэтому вот решила поближе познакомиться с большим числом ароматов. Но это именно линейки такие очень, это очень восточные ароматы, что можно сказать. В общем, это такой вот очень удовый, очень бальзамический аромат, но не с не такой вот кислинкой, очень интересной. Как по описаниям пишут, что и навозом пахнет, и коровьей лепешкой. Я не слышу ни навоза, ни коровьих лепешек. Не знаю, у меня такой ассоциации не складывается. Может быть, если бы рядом вот поставить, да, лепешку и вот это, может быть, как-то тогда оно как-то свяжется. Но пока у меня не связалось это с лепешкой навозной. Очень мне... Ну, как бы тут нельзя сказать, что цветы, нельзя сказать, что фрукты. Тут именно бальзамичность и уд. Ни цветов, ни фруктов тут как-то я особо не чувствую, хотя там наверняка и роза, и все что угодно заявлено. Нет, по-моему, там ваниль, наверное, цветов нет. Ваниль, скорее всего, подслащивает, чтобы вот он не уходит в какую-то прям жесть. Действительно, он такой более мягкий, как и по отзывам я увидела, что вот из тех, что есть в этих линейках, из самых животных, там есть Ильм еще, он более животный, более удовый. Вот Ильм и Кэми считаются более такими животинистыми, а вот Этер, он такой более мягким считается. Ну, это, да, действительно, я могу согласиться, что он такой вот смягченный, более такой европеизированный уд. Ну, конечно, это не то, как в Александрии 2, например, там это как больше в лакированную мебель уходит вот уд, и не как уд Wood Tom Ford, там тоже больше древесность. И да, там больше такая какая-то дымная кожа, древесность такое. Здесь нет, здесь все-таки животинка присутствует в большем количестве, но вот все-таки вот он такой вот, ну, более, скажем так, удобоваримый, мягкий. На летнее время, смотря в какой дозировке, один пшик, наверное, можно сделать и летом носить. Вот, например, здесь вот на курорте, где я сейчас нахожусь, здесь прям эти ароматы очень классно звучат, и они меня не душат здесь. Вот когда я вернусь домой, там, наверное, будет ужасная жара, возможно, там они начнут душить в летнее время. Дальше. Астерал, это тоже Кэми Блу. Здесь уд и роза. Здесь такая очень довольно-таки свербящая роза. Не очень мне этот аромат понравился. Я от него, ну, пока что не в таком большом восторге, как от Этера. Меньше мне понравился, потому что роза немножко тут так подсверливает мозг. Она как-то тут на первый план. Ну, они тут, скажем так, меняются. Вот этот уд и роза. Тут есть тоже животинистость. Но вот они спорят с розой. Как-то то роза на первый план, то вот, наверное, в первых нотах больше чувствуешь животинку, потом как-то она уходит, и больше выходит роза на первый план. Поэтому, скажем так, это более привычное для нас сочетание уда и розы. Ну, из таких ароматов, например, уд Satin Mood Франсиса Курджана мне, наверное, поинтереснее, чем этот. Хотя уд Satin Mood, он такой более, ну, скажем, ну, он больше такой, как бы, с одной стороны, многогранный, и с другой стороны, как будто все вместе смешали, да, много всего. Здесь поменьше слышится ингредиентов. Тот как-то поинтереснее, вот из розноудовых, то, что я знаю, да. Но этот более такой, да, привычный розауд, скажем так, но с добавлением животинки, такой заметной больше на начальных этапах. Потом Лейла аромат. Лейла мне показался, он
таким более сглаженным. Я в нем вот вишневость ощущаю, вишню. Ну, такой, как вишневый компот. Такой более тоже приглаженный, более, скажем, ближе к люксу, ближе к тому, что какие мы знаем вишневые ароматы, вот популярные. Вот это ближе туда, как по мне. Прям какой-то слишком гурманики, ну, здесь поменьше. И вот этого животного уда тут поменьше. Вот более такой вот, скажем, ближе к привычным вишневым. Поэтому тоже как-то я его, наверное, не выделяю для себя. Тоже меньше он мне понравился, чем некоторые другие. Ну, это первое мое впечатление, скажем так. Поэтому, может быть, оно еще изменится. Ну, пока так. Пока его не выделяю для себя. Ну, приятные. Они, все ароматы, я скажу сразу, все ароматы мне, в принципе, понравились. Прям каких-то аутсайдеров таких, что прям фу, не нравится, таких здесь нет. Все ароматы, в принципе, нравятся и не разочаровали. Они все просто разные. Просто какие-то понравились больше, какие-то меньше. Вот Лейла все-таки пока поменьше. Ну, я тут, конечно, ожидала чего-то супер интересного от этих ароматов. Да, ожидала какого-то взрыва эмоций. Ну, вот Лейла меньше у меня вызвала удивление, потому что все-таки, как я уже сказала, что-то наподобие у меня есть и в пробниках от Левантах, поэтому вот так. Вишня, какая-то небольшая гурманика, какие-то цветочки, такой легкий ут такой ненавязчивый. Ну, вначале, да, в первых нотах это все как-то так мощно идет, мощный такой замес. Ну, потом, когда вот он немножко развеется, то становится такой больше удобоваримый, привычный для любителей люкса даже подошел бы. Вот, потом дальше вот эти три аромата, дальше идут вот те, которые мне больше понравились. Кэми мне очень понравился, это линейка Кэми идет. Он очень, действительно, он, наверное, самый гурманский из всех этих 6 ароматов. Он самый сладкий, он самый такой, в нем тоже вот животность очень ощущается. И такая вот дымная вишня, вот, ну, мне так он звучит, как такая задымленная вишня или вишня, которая вот подсохла на солнце. И какой-то и шоколад здесь я ощущаю временами, знаете, аромат играет, он меняется. В каких-то моментах можно шоколад услышать, какао. Может даже кофейность, вот эти вот ноты. Ну вот в нем свежести я не слышу. Вот Лейла, он более такой свежевишневый. Вот этот Кэми, это такая темная вишня, прям темный аромат на эту тему, на тему вишни и гурманики. В нем нет свежести, в нем прям такая плотная животность, вишневость, гурманские ноты. Все это плотно, дымно и вкусно. Да, вкусненький аромат, скажем так. Вот. Его бы я хотела бы иметь в полном флаконе. Вот пока что, вот что, Этер я бы хотела иметь в полном флаконе, Кэми хотела бы иметь тоже. Это мои фавориты. Потом Аурум. В переводе золото. Аурум тоже прям один из моих любимчиков из этой подборки. Очень мне понравился, прям чуть ли не на первое место я его ставила, когда первый день вот это обшикала себе все руки, и прям Аурум у меня был на первом месте, прям какой он прям очень-очень такой вкусный, приятный тоже. В нем и свежесть какая-то, и кислинка сочетается. Ну, наверное, свежесть это громко сказано, скорее всего, тут в этих ароматах во всех свежести как таковой нет. Но по сравнению с другими просто какие-то более такие тяжелые, тягучие, какие-то немножко такие разреженные. Вот Аурум такой, в нем и какие-то ноты из люкса мне слышатся, даже какие-то вот из бренда Шанель что-то можно такое услышать, какие-то нотки, просто какие-то отдельные аккорды можно как-то к люксу отнести даже. Но тоже, когда сразу его наносишь, первые ноты прям тоже такой прям
волна вот этой сладости, тяжести сразу как-то наваливается, потом развеивается и появляется вот эта такая более европейскость, скажем так, проступает через вот эту восточность, становится он более европейским. И вот эти вот люксовые нотки, кислинка тут и сладинка, какие-то фрукты мне слышатся. Фрукты, ну даже не манго, наверное, может какой-то кумкват или что-то такое, вот как сладкий цитрус какой-то. Вот нет настолько кислого, как лимоны и мандарины, такого здесь нет, но может кумкват или что есть из цитрусов, такое вот самое сладкое. Вот может что-то такое. Я по пирамидам вам сейчас не говорю, потому что я не помню тут конкретно пирамиды. Ну, аурум там богатая пирамида, по-моему. Много нот заявлено, насколько я помню. Ну, очень какао и шоколад можно услышать. Прям очень такой многогранный. Ну, такой вот носибельный, скажем так. Вот то, что здесь из носибельного, да, вот Лейла и вот аурум очень такие носибельные. Аурум тоже вот хотела бы иметь флакон. Вот. В принципе, тут нету особо неносибельных. Аквареджия. Аквареджия — это клон Солнцеджиды, Солеэль-де-Джида. Аромат, который стоит очень дорого, и мне его, скорее всего, нигде не удастся попробовать в ближайшее время, поэтому вот ограничусь таким вот тестом. Аквареджия. Что это у нас? Ну, тут травы, такие горько-сладкие травы, горчинка присутствует. Она и с первых нот, и до последних, по-моему, горчинка травная есть. Как полынь какая-то вот ощущается, то ли герань тут, мне кажется. Вот все такое вот немножко пыльные такие травы. И вот на протяжении всего звучания, ну, он такой тоже с первых нот много всего, очень густо и насыщенно. Потом больше остается вот эта сухость трав, как будто бы табачок, как будто табачный аромат, что-то такое, как сладко-табачный напоминает. Вот если в общем так в сухом остатке взять, что это? Это травный, табачный, но он действительно стопроцентный унисекс, он не идет ни в мужскую, ни в женскую сторону. Такого прям слишком маскулинного здесь нет, как и слишком женственного. То есть он такой, очень такой благородный, и он держит нейтралитет между женским и мужским направлением. Нейтральный такой аромат. Сладинка тоже какая-то есть, какие-то тоже как будто и фруктовость. Ну вот напоминает сладкий табак и травы. Вот что могу сказать. Да, он не особо гурманский, не слишком. Он такой больше в свежую сторону, ну, скажем так, как я уже сказала, это не те свежаки, которые мы представляем, но по сравнению с другими, да. Самый сладкий тут идет вот Кэми, самый темный и сладкий, потом, наверное, Этер, чуть-чуть с кислинкой, потом идет, что у нас, Пасторал, наверное, тут Уд и Роза. Ну, вот если так по степени, да, потом Лейла, она такая и гурманская, и свежевишневая. Потом, возможно, аурум и аквареджи, вот если взять, начиная от самого темного, самого сладкого и насыщенного к самому условно свежему, скажем так, аромату. Вот я бы так бы их, наверное, распределила. Конечно, да, больше всего мне, как я уже сказала, нравится вот Кэми, это как очень гурманский сладкий, я бы себе взяла его. Этер как очень интересный, такой необычный. Аурум, конечно, один из прям конкретных фаворитов. Ну, наверное, вот эти три самые понравившиеся мне ароматы. Ну и где-то так бы и аквареджи тоже не отказалась бы я от аквареджи, так как я люблю унисекс, люблю и сладкотабачные, и травные. Вот тут, возможно, это как сказать, фужерность какая-то, да, вот там, где зелень, там где-то перекликается с фужерными ароматами.
Вот. Ну, а Астер и Лейла немножко мне меньше. Пока что меньше поразили, меньше пока нравятся. Ну, вот такой вот обзор, не обзор, первое впечатление, скажем. Я старалась каждый день носить один аромат целый день, чтобы прочувствовать, да, как мне комфортно, в нем некомфортно, как он летом носится. Хотела вот полностью прожить день в одном аромате. Ну, почти у меня это получилось. Сегодня, правда, я уже нанесла 2 аромата. Сегодня Аквареджио, с утра я в нем ходила, но к вечеру уже не выдержала, аурум уже нанесла. Захотелось немножко сменить. Если выбирать один из них, наверное, аурум больше всего. Наверное, если один выбрать, да. Аурум, наверное, пока что мой фаворит. Вот. На этом буду я, видимо, заканчивать это видео. Скажите, напишите в комментариях, если вы что-то из этого пробовали. Напишите. Очень интересно, что думают другие люди. Обменяться, скажем так, мнениями. Вот, на этом всем удачи, хорошего дня и пока-пока.